Еще в 2016 году в России по инициативе Шойгу было создано Государственное всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Официально целями ее создания называют формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, участие в реализации государственной молодежной политики РФ. Штаб Юнармии расположен в Доме офицеров Московского военного округа, а курирует организацию заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления. Региональные штабы открыты во всех субъектах Российской Федерации, а участниками Юнармии могут быть дети, достигшие 8 лет, при этом участие добровольное. Весь 6Б вступил в ряды Юнармии. Все без исключения родители желания детей поддержали. Организация выпускает газету «Юнармия» и журнал «Юнармеец». Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте и выживать в бою. В свободное время юнармейцы несут вахту у вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов, а также принимают участие в других мероприятиях. За 6 лет своего существования Юнармия охватила около 1 миллиона российских детей и подростков. 22 июля этого года Юнармия была включена в санкционный список Евросоюза за активную поддержку политики Путина, в том числе и войны в Украине. Я поддерживаю решение нашего президента освободить Донецк, Луганск и отогнать нацистов от границ Российской Федерации. Гитлер-Югенд, молодежная организация НСДАП, была основана в 1926 году, и поначалу участие в ней также было добровольным. Однако в 1936 году был принят закон о Гитлер-Югенде, а в 1939 году о молодежном служебном долге, и участие в Гитлер-Югенд стало обязательным. Все остальные молодежные организации были запрещены. Количество участников Гитлер-Югенд в 1939 году составляло 8 миллионов 700 тысяч человек. В организацию принимались мальчики в возрасте от 10 до 18 лет. Для девочек была своя организация – Союз немецких девушек. Гитлер-Югенд создавался с целью патриотического воспитания молодежи, изучения истории Германии и НСДАП, политического страноведения, расовой теории, повышения в обществе авторитета и престижа прохождения воинской службы, формирования у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга, защите фюрера и интересов Третьего рейха. Для сплоченности организации проводились торжественные шествия, пропагандистские марши и парады, военные игры, спортивные соревнования, туристические походы, молодежные слеты. В Гитлер-Югенде были организованы различные кружки по интересам: авиамоделирование, музыка, рукопашный бой, стрельба, журналистика и так далее. Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, взял курс на возрождение немецкой империи в виде Третьего рейха. Путин, пришедший к власти в 1999 году, чуть позже назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. А не так давно Шойгу заявил, что все это временно и скоро снова будет Советский Союз. Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. И опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдет. В свое время Гитлер назначил главными врагами рейха коммунистов и евреев. Путин же назначил главными врагами России загнивающий Запад и НАТО. Характерной особенностью современной России, как и Германии 30-х годов, стала милитаризация массового сознания. В России этот феномен выражается в культе победы над нацизмом. Этот праздник сопровождается обязательным военным парадом, костюмированными карнавальными шествиями, массовыми гуляниями и военными реконструкциями с лозунгами в сторону Запада «Можем повторить». Политологи окрестили этот общественный феномен словом «победобесие». В свое время министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс сказал: «Кому принадлежит молодежь, тому принадлежит и будущее». Очевидно, что битва за умы молодежи является заданием номер 1 для любого тоталитарного государства, и Россия здесь не стала исключением. Идеологическое воспитание молодежи в нацистском духе дало свои плоды.
Мобилизованные в 1944-1945 годах члены Гитлер-Югенда оказали ожесточенное сопротивление советской армии и союзникам, обороняя немецкие города, включая Берлин. В 1945 году дети Гитлер-Югенда составляли значительную часть последней линии обороны Берлина. Большинство из них в итоге погибли. Юнармия имеет много общего с Гитлер-Югендом, хотя размах ее пока значительно скромней, но это всего лишь вопрос времени. Как и у членов Гитлер-Югенда, у юнармейцев есть своя форма и символика, награды и гимн. Их привлекают к работе по сохранению памятников и обелисков, спортивным соревнованиям, вырабатывают навыки владения оружием. Ключевой элемент воспитания – культ Великой Победы. Юнармейцы несут вахту у Вечного огня, участвуют в параде Победы на Красной площади, а также принимают участие в военной реконструкции штурма Рейхстага. В юнармию, как и в Гитлер-Югенд, набирают детей, которые еще не понимают, что хорошо, а что плохо. Им заливают в уши пропаганду, их зомбируют и используют как марионеток для достижения своих целей. Массовая милитаризация российских детей в путинской России приобретает большие масштабы. Их могли бы углубленно учить физике, химии, математике и программированию. Тогда они бы стали залогом развития страны и ее экономического процветания. Вместо этого они учатся обращаться с оружием, ползают в грязи и выкрикивают агрессивные лозунги. Причем промывка мозгов начинается чуть ли не с пеленок. HJ-Mitglied. Вставай, страна огромная, вставай на светлый бой. Кроме юнармии, в российских школах открыты тысячи кадетских классов. Дети в таком классе ежедневно носят военную форму и после обычных уроков в рамках программы общеобразовательной школы остаются в школе на вторую половину дня на занятия по военной подготовке. Путин-Югенд быстрыми темпами охватывает не только школы, но и детские сады. Так выстраивается единая, массовая, охватывающая миллионы человек система военной подготовки детей от 3 до 18 лет. С самого детства детям рассказывают, что деды воевали, Наши прадеды воевали. что у России есть страшный и грозный внешний враг, и что участие в войнах, которые развязывает правительство, это священная обязанность каждого гражданина России. Пропаганда усиливается реальной военной подготовкой детей с целью их привлечения в будущем к боевым действиям. В тоталитарной России обычный человек, его семья и дети – это всего лишь инструмент для достижения цели. Расходный материал, который должен быть с детства воспитан безукоризненно, не жалея своей жизни, выполнять приказы режима, не задавать лишних вопросов и гордо жить в нищете и разрухе, ожидая новой войны, когда потребуется отдать свою жизнь для реализации шизофренических фантазий бункерного деда.